Всем привет! Перед просмотром включите субтитры и подпишитесь на канал. Если вы хотите поддержать канал донатом, вы можете сделать это, перейдя по ссылке в описании. Итак, в очередной раз новая легенда на новогоднее событие. На этот раз танк, но почему-то в русской версии переведено как стрелок среднего переднего ряда, но с английской версии будет звучать так: разрушитель среднего переднего ряда, физическая базовая атака, провоцирует цели и наносит им огромный урон. Разберемся по навыкам, а после будем ее тестировать во фракталии. К счастью, она у нас попалась там. Итак, первый навык — провокация. Шарлотта выбирает врага и провоцирует его. Спровоцированная цель будет атаковать Шарлотту только на время, и пока длится провокация, цель и Шарлотта получат повышенный урон. Если выбранная цель имеет эффект щита, щит будет легко сломать. После окончания провокации 90% урона, полученных Шарлоттой во время провокации, будут конвертированы во стоимость провокации и переданы цели. После того, как провокация закончится, Шарлотта восстановит определенную долю урона, полученного во время провокации. В общем, такая у нас провокаторша. Второй навык — это у нас вытягивание духа. Шарлотта выбирает вражеского юнита с наивысшим здоровьем и вытягивает его дух, нанося ему огромный урон каждую секунду в течение определенного периода времени. Этот навык также будет восстанавливать здоровье каждую секунду для Шарлотты. Как вы видите, очень много восстанавливает здоровье, как здесь нарисовано. Но более подробно и весь урон мы можем только узнать, когда у нас появится этот герой. Третий навык — сердце бойни. Шарлотта выбирает вражеского юнита с наибольшим количеством здоровья и наносит ему физический урон. Когда этот навык будет применен, Шарлотта получит дополнительный прирост физического похищения жизни, а также снизит эффект восстановления здоровья цели. И четвертый навык, последний — святой голос. Каждый раз, когда Шарлотта использует навык, он будет поглощать ее здоровье. Когда здоровье Шарлотты упадет ниже 40%, она получит дополнительный лечебный эффект. Когда Шарлотта будет близка к смерти, она получит эффект иммунитета к смерти, который восстановит для нее огромное количество здоровья. 25 секунд задержка между эффектами иммунитета к смерти. Но этот четвертый навык, я бы сказал, очень-очень имбовый. То есть каждые 25 секунд Шарлотта имеет бессмертие. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что можно ставить команды, как сейчас многие делают, для того, чтобы просто закончилось время и тот, кто в защите, выиграл на арене. Либо же в защите на карте мира. Вот как-то так разработчики делают в этой игре. Ну, в целом, что могу сказать? Провокация, на самом деле, это хорошо, но, как вы видите, здесь у нее все взаимосвязано. То есть, она провоцирует на себя героев, тем самым уменьшает себе здоровье, и как только здоровье доходит до минимума, она включает бессмертие, и так каждые 25 секунд. Это очень круто для тех, кто, как я уже говорил, будет делать команду для защиты, но и непонятно, какой же у нее еще урон. Поэтому давайте сейчас вернемся на фракталию, и там посмотрим, как же она будет себя показывать. Итак, из описания, вы помните, было написано, что Шарлотта герой среднего переднего ряда. Что же это означает? Это означает то, что если у вас нету героев переднего ряда, то тогда Шарлотта становится в передний ряд. Как вы видите, здесь Шарлотта в переднем ряду. Но как только у нас добавляется герой переднего ряда, допустим, Флинт, то Шарлотта сразу же становится в средний ряд. То есть она у нас как Сайза или же Азраил. Давайте даже тестить. И как видите, урон не такой уж и огромный, но очень много у нее восстановления жизни и очень много щитов. Побольше, чем у Флинта и у Лусти. Давайте теперь перейдем на следующий уровень, где более сильные будут враги. И здесь мы уже сможем еще лучше проверить нашу
Шарлотту. Как вы заметили, только что здоровье Шарлотты было на нуле и снова 100%. В общем, я думаю, далее нет смысла больше тестить ее. Понятно то, что у нее урона не так уж и много, но очень много восстановления жизни и очень много щитов. Вот как-то так. И самый главный вопрос, стоит ли брать Шарлотту. Исходя из навыков, это должен быть очень крутой герой. Ведь каждые 25 секунд она имеет бессмертие, и, как вы видите, очень много хилов, много щитов. Ну, по урону она ведь не стрелок, поэтому урон у нее не такой уж мощный. И это, наверное, хорошо, чтобы был хоть какой-либо баланс в этой игре. Но все же, я ее точно буду брать, ведь это будет новогодняя вечеринка, я надеюсь, где всего лишь за 3000 кристаллов вы сможете сделать ее 3-звездочную. Ну а если вы хотите сделать 4 звезды, вам понадобится для этого 18 тысяч кристаллов. Ну и вот вам новый крутой состав, это просто использовать 5 новых легенд. Танхильд, Лустия, Думия, Офелия и Шарлотта. Кстати, как вы заметили, Офелию добавили обратно в легендарный кодекс. Поэтому, если у вас есть все эти 5 легенд, просто усиливайте их, и я более чем уверен, это будет очень крутой состав. Ведь, как мы все помним, новые легенды становятся одними из самых сильных в этой игре, а старые легенды у нас потихоньку забываются. Вот как-то так, на этом все. Кому ролик был полезен, ставим лайк, подписываемся на канал, и всем пока-пока.